Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале История судеб, и вот наша история на сегодня. Василиса сидела и смотрела в окно. По ее щекам тихонько текли слезы, которые она уже даже не вытирала. Она сидела и думала, что надо взять себя в руки, встать и продолжить готовиться к поминкам, которые будут уже завтра. Завтра будет 40 дней, как не стало ее любимой бабушки. Смерть Раисы Ивановны стала для нее вторым тяжелым потрясением за 20 лет ее жизни. Когда ей было 10 лет, умерла ее мама. Случился обвал на стройке, где она работала. Подробностей Василиса не знала, да и зачем они были нужны ей, маленькой девочке. Тогда для нее рухнул весь мир. Мама была для нее всем. Папу Василиса не знала, и мама о нем не рассказывала. Василису забрала бабушка. Бабушка дала ей столько тепла и заботы, что девочка довольно быстро пришла в себя после такого потрясения. Кроме бабушки, у нее никого не было. Один раз она видела маминого брата, дядю Андрея, когда тот приехал и кричал на свою маму, ее бабушку. Он возмущался, что Раиса Ивановна забрала Василису, что, мол, надо было в детский дом ее сдать, что как она собирается поднимать сама девчонку, и что он ей с этой затеей помогать не будет. Больше девушка его не видела. Еще пару лет, один раз в год, он звонил Раисе Ивановне, чтобы поздравить с днем рождения, а потом и это перестал делать. А она все ждала, что он образумится и приедет. Но он не приехал. Не приехал он даже на похороны. Василиса тогда отправила ему СМС с бабушкиного телефона, но ответа не последовало, и она решила, что, возможно, он уже сменил номер телефона, так как на звонки тоже никто не брал трубку или сбрасывали. Как ему еще сообщить, она не знала и очень переживала по этому поводу, но ждать с похоронами было нельзя. Организовать все помогли соседи и бывшие ученики Раисы Ивановны, которая много лет проработала в школе учителем начальных классов. И вот завтра, 40 дней, все придут, и Василисе надо сейчас много еще что сделать. Тут в дверь позвонили. Кто-то не отпускал кнопку дверного звонка, и Василиса под этот звон шла к двери. «Да слышу я!» — кричала она, вытирая по пути слезы с лица. Открыв дверь, она обомлела. Там стоял дядя Андрей. Она сразу его узнала, так как они с бабушкой часто разглядывали семейные альбомы. «Дядя Андрей!» — крикнула девушка и бросилась ему на шею. «Бабушка! Ее больше нет!» «Я знаю!» — буркнул мужчина и, отстранив девушку от себя, прошел в квартиру. «Знаете?» — удивилась Василиса. «Да. Ты же мне сама написала». «А почему на похороны не приехали?» — с недоумением спросила она. «А я что, должен перед тобой отчитываться еще? Некогда мне было. Дела у меня, знаете ли, есть». В голове Василисы творилось что-то невероятное. Какие могут быть дела, когда умер самый близкий человек? Ну, хоть на поминки приехал. Но тут голос дяди прервал ее размышления. «Значит так. Даю тебе время до завтра, чтобы собрать вещи и уйти. Я единственный наследник, и мне нужны деньги, так что собирайся и уходи». «Куда я пойду?» – испугалась девушка. «У меня же больше никого нет. Вся зарплата ушла на похороны и поминки завтра». «Да, и завтра поминки. Люди придут». «Какие еще люди? Нечего в моей квартире делать посторонним. Ты еще поспорить со мной хочешь?» Василиса, хоть и не заканчивала юридический, но тоже была немного знакома с законами. После того, как она услышала, что ему все равно даже на поминки, то она решила дать отпор этому наглецу. «Никуда я не уйду. Я здесь прописана, и вы не можете меня выгнать», заявила девушка, стараясь не показывать свой страх перед мужчиной. «Ах так? Да ты знаешь, кто я и какие у меня друзья. Решила перечить мне? Тогда вместо суток у тебя час». Он схватил девушку за руку и затолкал ее в комнату. «Собирай пожитки и вали!» — крикнул он и захлопнул дверь в комнату. Василиса начала собирать вещи. Взяла коробочку с бабушкиными украшениями и завернула ее в старенький пуховый платок. Их она ему точно не отдаст. Это память о бабушке. Она присела на кровать и с грустью посмотрела на фотографии на стене. Там бережно в рамочках висели фотографии, на которых бабушка стояла с цветами, а вокруг были ее ученики. Вся стена была в них. И тут Василису озарило. Она подошла тихонько к двери, прислушалась и поняла, что дядя с кем-то громко спорит по телефону на кухне. Она присела, спрятавшись за кроватью, и достала телефон.
Где-то с полгода назад бабушку на улице встретил бывший ученик. Он недавно вернулся в город и устроился работать участковым, как раз по их участку. Дмитрий помог донести бабушке пакеты с продуктами, а потом вечером зашел на чай с пирожками. Он рассказывал Василисе, как в свое время именно Раиса Ивановна поверила в него, давала наставления, и он смог вырасти и не стать таким же, как его родители. Когда он был в 8 классе, родители умерли, замерзнув на улице после очередной пьянки, и он уехал к бабушке. А как не стало ее, то решил вернуться в родной город. После этого он еще несколько раз заходил на чай. «Дмитрий, здравствуйте», – прошептала в трубку девушка. «Василиса, что случилось? Почему шепотом?» – спросил Дмитрий. «Сюда приехал дядя Андрей. Выгоняет меня. Кричит, что наследник. Помогите. Пожалуйста». «Явился коршун. Выходи на улицу и жди меня. Я буду через 15 минут. Он мне час дал на сборы. Я пока побуду здесь». Через 15 минут в дверь позвонили. Андрей зло пробурчал что-то и пошел открывать. Когда он увидел мужчину в форме и с удостоверением в руках, то зло прокричал: «Вот тварь! Полицию, значит, решила натравить на меня. Вылетишь сейчас и без вещей». «Мужчина, предъявите документы, на основании которых вы находитесь в квартире», – спокойным голосом сказал Дмитрий. «Я наследник», – зло прошипел Андрей. «Насколько мне известно, права наследования наступают не ранее, чем через 6 месяцев. Значит, у вас есть еще 5 месяцев вне этой квартиры. Покиньте помещение и не советую повышать голос». Андрей крикнул, что он еще вернется, и ушел, хлопнув дверью. Василиса со слезами на глазах бросилась к Дмитрию. Она не переставала благодарить его и плакать. Тот завел ее на кухню, посадил и налил чай. «Василиса, смена моя уже закончилась. Хочешь, помогу? Завтра ведь 40 дней». У Василисы не было сил, чтобы отказываться от помощи. После приезда дяди у нее их совсем не осталось, и она с радостью приняла помощь. Через неделю, когда она возвращалась домой, возле подъезда ее караулил дядя. Он схватил девушку за руку и зло прошипел: «Ты еще пожалеешь, мелкая дрянь!» Но тут из подъезда вышла соседка с большой собакой и, увидев это, сказала: «А ну, отпусти девушку, а то Рекса спущу». Мужчина быстро отпустил руку девушки и ушел. Соседка спросила, все ли нормально. Василиса поблагодарила ее, улыбнулась, потрепала Рекса по холке и пошла домой. Через час раздался звонок в дверь, и она вздрогнула. Посмотрев в глазок и увидев там Дмитрия, девушка выдохнула с облегчением и открыла дверь. «Я тебя напугал? Извини, я не хотел. Просто телефон разрядился и не успел предупредить. А ты что такая?» И она рассказала о встрече с дядей. «Кстати, я и пришел по этому поводу. Я проконсультировался с другом, и он сказал, что ты такая же наследница первой очереди, как и твой дядя, потому что твоя мама умерла. Но также он рассказал, что дядя может продать половину квартиры. Подожди расстраиваться. Еще он сказал, что если мы соберем доказательства того, что он много лет не принимал никакого участия в жизни мамы, не помогал и даже не звонил, то его могут признать недостойным наследником и лишить права обладать наследством. Мы соберем подписи у соседей. И, может, есть кто-то из дальних родственников, которые могут это подтвердить?» «Да, есть», – радостно закивала девушка. И они начали собирать бумаги. Андрей был очень удивлен повесткой в суд. Он-то уже деньги отсчитывал до момента, как вступит в наследство и продаст квартиру. На суде Андрей не стеснялся в выражениях. Судья несколько раз просил его быть потише и грозил тем, что удалит его из зала суда. На перерыве Дмитрий стоял рядом с Василисой. Он старался скрыть ее даже от взгляда Андрея, а взгляд был прожигательным. А Андрей стоял и думал: вот, блин, девка, сволочь. Ну ничего, сейчас он выиграет суд и пусть катится к своему защитнику. Он-то ей теперь даже вещи не даст собрать. Каково же было его удивление, когда после перерыва судья огласила вердикт и вынес решение признать Андрея недостойным наследником и лишить его права наследования. Андрей начал кричать, возмущаться, и поэтому его все-таки вывели из зала суда. Василиса стояла в коридоре рядом с Дмитрием и улыбалась. У нее осталась крыша над головой, а самое главное, что ничего не достанется дяде, который не приехал даже на похороны. «Василис», — сказал Дмитрий, выводя девушку из ее мыслей,
Мне будет спокойнее, если ты некоторое время поживешь у меня. Не знаю, что может брести в голову твоему дядьке после суда. У меня двухкомнатная квартира. Ты не подумай ничего такого». «Ничего такого. Это ты про что?» — улыбнулась девушка. И парень засмущался. Ему давно нравилась Василиса. С того самого вечера, как он впервые ее увидел в фартуке и перепачканную мукой. Да и разница в возрасте у них была всего 5 лет. Только не решался он ей это сказать, хотя и признался Раисе Ивановне об этом перед ее смертью, а также пообещал оберегать и помогать Василисе, как когда-то оберегала и помогала ему Раиса Ивановна. «Ну...» — начал парень и не успел закончить, так как в этот момент девушка поцеловала его, и он ответил ей взаимностью. Так они бы и стояли долго в коридоре зала суда, если б не судья, который вышел и тактично кашлянул. Молодые улыбнулись, извинились и, взявшись за руки, пошли на улицу, где светило яркое солнышко. Вот такая история, друзья. Напишите свое мнение в комментариях и не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. До свидания.